Задача. Дана четырехугольная пирамида. Требуется построить проекции линии пересечения пирамиды плоскостью, проходящей через заданные точки Е, К, Ф ее ребер. То есть точечки уже есть, а необходимо построить линию пересечения. Давайте внимательно посмотрим на эту пирамиду. Пирамида имеет грани, и эти грани, получается, в этих гранях точки лежат Е, К, Ф. И в грани, вот задней грани, которая образована вот этим ребром и пунктирной линией, то лежит две точки. Линия пересечения там уже будет, да, там уже будет. Вот эту линию мы можем с вами и построить. Но она будет невидимая, поэтому мы его так и построим. Эту линию пересечения как невидимую. Так, теперь давайте дальше подумаем. Аналогично, во второй грани у нас линия пересечения тоже будет присутствовать. Построим. И теперь что мы имеем? Мы имеем отрезок прямой КЕ. Этот же отрезок прямой мы имеем и здесь. Вот он. К1Е1. Точно так же имеем мы отрезки прямой здесь и имеем горизонтальные плоскости проекции. Значит, если мы найдем следы вот этих отрезков, то мы можем через них построить след плоскости, проходящей через эти отрезки, что мы с вами и сделаем. Для того, чтобы построить след плоскости, мы продлим отрезок К2Е2 до пересечения с плоскостью. То есть вот тут мы его продлим. И эта точка у нас должна быть продолжением. Ну, если у нас нет, то прикинем, какой у нас угол. И под таким углом проведем. Это 152 градуса. И вот проведем из этой точки под углом 152 градуса отрезок прямой. Вот он, 152. Точно так же здесь. Ну, вначале измерим. Здесь 47 градусов. И под таким же углом 47 проведем отрезок прямой. Провели. Теперь продлим дальше. Отрезок КЕ. Продлили. И продлим дальше отрезок ЕК. Тоже продлили. Теперь найдем след нашей одной и второй прямой. Ну, проведем линию связи вниз, и в месте пересечения это будет след 1. Это след, совпадающий с горизонтальной проекцией. Фронтальная проекция этого следа будет здесь, в этом месте. Точно так же и здесь. Провели. Это след, совпадающий с своей горизонтальной проекцией, а фронтальная проекция будет находиться здесь. Мы имеем два следа плоскости, лежащих в горизонтальной плоскости. То есть мы можем построить след плоскости. Вот этот след плоскости у нас получился. Этот след плоскости. Ну, очевидно, что на участке вот от этой точки до следующей это будет линия пунктирная, поскольку он будет невидим. Здесь у нас будут точки, где плоскость будет пересекать основание. Это плоскость та, которую нам нужно было построить, та, которая пересекает пирамиду.
Ну и непосредственно сами здесь следы в плоскости будут вот здесь. Один и второй. Точки, лежащие на основании пирамиды, мы можем построить вверху. Ну и здесь эта точечка у нас получится, вот смотрите, она рядышком, но не совсем совпадает, да, вот она чуть-чуть рядом находится. Здесь будет находиться у нас точка, лежащая на основании, и здесь вторая точка на основании. Провели, и вот она, вторая точка на основании. Значит, в грани вот этой левой мы имеем одну вторую точку, в правой имеем одну вторую точку. Соединяем вот здесь, раз, и соединяем здесь, два. Но здесь, в этих местах, у нас будет линия не пунктирная, а видимая. И то же самое вот здесь. Это будет линия у нас не пунктирная, а это будет линия, вот именно вот эта, да, она будет у нас видимая, да, видимая. Все, необходимую проекцию линии пересечения пирамиды мы с вами построили.